Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. Сегодня такой хороший выходной день, сегодня Троица. Я решила сделать такое небольшое видео, потому что работы в огороде, как вы понимаете, сегодня нет. И, очевидно, можно немножко отдохнуть, а заодно и пообщаться вот так поближе. Вчера я обнаружила, что у меня возникла проблема на моем небольшом цветнике. Оказывается, там промелась медведка, и она сожрала одну мою красивую гейхеру. Гейхера называется паприка. Вот такая вот она. Но, к сожалению, уже от нее остались рожки до ножки, поэтому мне пришлось ее оттуда убрать. Как оказалось, подъеден корень, и растение просто пропадает. Я решила сделать с этой гейхерой некоторые манипуляции, которые помогут сохранить ее жизнь. Что я имею в виду? У меня есть уже на канале некоторые видео, в которых я показываю один из способов размножения растений черенкованием. Например, так я черенковала свою пеларгонию. Вот посмотрите, она уже прижилась, и уже можно ее высаживать в цветники. Точно так же мы попробуем сделать и с этой гейхерой. Я ее предварительно, чтобы спасти и немножко оживить, я ее окунула в корневин, в раствор корневина. И теперь вот оказывается такой листик. Он начал пускать корешки, но я не хочу, чтобы они долго находились, эти листики, в воде. И я решила их немножечко как бы укрепить путем укоренения в вермикулите. Самый простой способ, на мой взгляд, и самый надежный. Я уже его проверяла неоднократно. Значит, что нам потребуется? В первую очередь это вермикулит. Это вот такое вот вещество, это минеральное вещество, которое имеет мелкую фракцию и которое хорошо удерживает влагу. Теперь вот стаканчики пластиковые, в которых я сделала углубление. С помощью горячего металлического предмета я сделала отверстие дренажное, чтобы влага не застаивалась и чтобы растение могло дышать, если оно будет здесь разрастаться. Теперь каждый стаканчик я наполню вермикулитом, и в этот вермикулит посажу листики, которые я черенковала из этой гейхеры, пострадавшей от медведки. Упала моя палочка-выручалочка. Это обыкновенная деревянная шпажка, с помощью которой я сделаю отверстие и посажу сюда листик с гейхерой. Теперь следующий этап. Что нам важно? Важно, чтобы растение как можно быстрее укоренилось. Для этого я беру теплую воду комнатной температуры, несколько кристалликов корневина. Можете использовать янтарную кислоту, можете использовать другие укоренители, которые у вас есть под рукой. Но обязательно прочтите в инструкции. Это вещество должно помогать развитию именно корневой системы, не листьев, не стеблей, а именно корневой системы. Теперь мы польем этот черенок и оставим укореняться. В обыкновенных комнатных условиях единственное, но вы должны следить за тем, чтобы вермикулит был влажным. Но я хочу вам сказать, что он очень долго сохраняет влагу, он хорошо ее держит, затем и используется как губка, которая работает на пользу огородника и садовода. Теперь еще у меня есть несколько предложений для вас.
Вот, например, это обыкновенные пасынки томатов, которые я специально вырезала, чтобы использовать его в этом видео. Значит, сейчас как раз время, когда мы обрезаем ненужные пасынки, листья, которые касаются земли у томатов. И если у вас, например, есть еще потребность посадить несколько растений томатов, может кто-то там их подъел, может они плохо прижились после посадки, то это как раз тот вариант, который можно использовать. Обыкновенный черенок, который в принципе я буду удалять у растения, он подрезан под косым углом, сам стебель черенка подрезан под косым углом, и укоренять мы его будем точно так же в вермикулите. Чтобы моя палочка-выручалочка. И томатный череночек. И, конечно, польем водным раствором корневина. Вермикулит стоит недорого, но, конечно, лучше покупать у оптовиков. Покупайте хотя бы 5-10 пакетов, он не портится, он всегда вам пригодится, потому что это такое средство, которое для любого укоренения и для придания рыхлости почве, или, например, если вы сажаете растения в горшки, это незаменимое средство. Видите, я уже даже немножко перелила. Сейчас, секундочку, я уберу. Все, я немножко убралась. И теперь продолжим. Я приготовила еще 2 стаканчика с вермикулитом. И у меня есть 2 листика из других сортов гехер. Это миниатюрная гехера. Ее высота примерно 15-20 сантиметров, не более. А это красивая большая гехера. Название сортов я укажу в видео, когда буду его монтировать. Этот сорт гехеры имеет высоту примерно 40-45 сантиметров. Вот давайте попробуем укоренить и эти сорта гехер через листики. Процедура такая же: вермикулит, в стаканчике должно быть дренажное отверстие, и листик помещаем в стаканчик, и один, и другой. И поливаем раствором корневина, который я приготовила буквально несколько минут назад. Все, дело сделано. Теперь оставим эти наши заготовки примерно на неделю, а потом посмотрим, каким будет результат укоренения. Ну, как это проверить, укоренилось ваше растение или нет? Очень просто. Вот вы, например, я вам сейчас покажу из укоренившихся пеларгоний, которые у меня сейчас готовятся на посадку в клумбы. Вот вы поднимаете черешок и смотрите, есть здесь корешок или нет. Но, как обычно, вот здесь только он начал отрастать. Но если растение уже хорошо укоренилось, то оно практически не даст себя вытащить из этого горшка. Вот как, например, это, видите, оно не пускает. То есть надо уже сразу его переваливать в грунт вместе с этим комом, который сформировался. И корешки, его вот тут вот уже видно, как они держат этот ком вермикулита. Кстати говоря, после посадки таких растений вермикулит еще долго сохраняет влагу, и у вас не будет проблем с приживаемостью этих растений на новом месте. И поливать его не нужно каждый день, как мы обычно это делаем с рассадой, у которой голая корневая система, или как ее еще называют, открытая. Вот так, все очень просто. Хотите сохранить и размножить то растение, которое вам понравилось, используйте обыкновенный вермикулит и укоренитель. И
Буквально для этого вам потребуется там 10-15 минут, а получите великолепный результат уже через неделю. Ну а у меня на сегодня все. Хочу поздравить вас с праздником Троицы. В Украине говорят, что это зелена неділя, и обычно в домах украшают полы, ставят большие букеты с аиром. У нас его называют татарский зилля. Он имеет великолепный аромат, который долго сохраняется в доме. Говорят, он отпугивает всякую нечистую силу. Когда-то в детстве, когда я была маленькой, моя бабушка устилала практически все глиняные полы этим аиром. И он долго шуршал у нас под ногами. Такой ароматный, мягкий, будто зеленый коврик. Со временем он высыхал, потом его убирали, но впечатления оставались. Ну, я думаю, вы знаете, в детстве у нас самые яркие впечатления. У меня на сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего дня и мирного неба.